Ты знаешь, что говорят на Брайтоне? Всем правят бабки. Принцесса Брайтона, правнучка Мишки Япончика. Прерываем ролик на срочный выпуск новостей. Бренд Swatch сообщил о запуске новой коллекции часов под названием Big Ball. Нашему оператору удалось добыть уникальные кадры их внешнего вида. Благодаря им можно сделать вывод, что у часов довольно большой корпус с плоским стеклом и аккуратный объемный принт на циферблате, такой же, как на ремешке. Также мы получили сообщение очевидцев о том, что стрелки часов светятся в темноте. Мы обратились за комментарием к представителю компании Swatch. Он подтвердил информацию и добавил, что коллекция Big Bold уже доступна как в обычных, так и в онлайн-магазине. За дополнительной информацией он порекомендовал обращаться по ссылке в описании. Наконец-то мы на Брайтон-Бич. Исторически этот бордвок сделан из дерева, которое, я слышал, его называют террасная доска. Деревья для этого вырубают где-то в джунглях Амазонки, потому что это дерево очень хорошо выдерживает натиск природы. Но несколько лет назад активисты, которые хотели сохранить джунгли в Амазонке, стали протестовать, что мы вырубаем леса где-то там в знойной Бразилии для того, чтобы здесь по ним ходить. И поэтому администрация города Нью-Йорк приняла решение перестать покрывать бордвок деревом. Какое-то время решили сделать его из бетона, а потом перешли на пластик. Вот этот кусок бордвока решили в проверочном режиме покрыть бетоном, чтобы посмотреть, как это будет. Это никому не понравилось. Люди, которые здесь бегают, жалуются на то, что это больно, а во время шторма Сэнди вот именно на этом участке весь песок перемыло с пляжа в город именно здесь больше всего. Мы подходим к единственным ресторанам на бордвоке. 3 из них называются Татьяна. Была девушка Татьяна, которая купила ресторан на Брайтоне, очень долго ломала голову, как его назвать, и решила не выпендриваться и назвать его простым духовным русским именем Татьяна, в честь любимого человека. И через несколько лет она купила еще один ресторан и решила его тоже назвать Татьяна. Одна Татьяна каждые пару лет горит по очереди. Последний раз Татьяна сгорела в тот же день, что горел Нотр-Дам, поэтому, возможно, новости с нашего Брайтона не совсем дошли до вашей Медузы. И в какой-то беседе ее спросили, а зачем вам 2 ресторана по имени Татьяна? На что она сказала, на всякий пожарный случай. Татьяна горит, иншуранс платит, Татьяна обновляет интерьер. А третья как появилась? Случайно? Это очередь в ресторан «Волна». Этих людей заставляют туда идти? Может, они просто не прошли фейс-контроль. Я не знаю, сколько времени занимает у французских властей отстроить Нотр-Дам, но Татьяну уже отстроили. Подожди, стоп. А где третья Татьяна? Ты меня обманул? Это Garden of Joy. Garden of Joy в какое-то время тоже был Татьяной. Слушай, реально? И здесь третья Татьяна. Единственное, что здесь не было никогда Татьяны, это «Волна». Брайтон-Бич еще удивительное место, потому что время здесь остановилось в 90-е годы. Когда-то все линии метро в Нью-Йорке были вот такие надземные, потому что поезда были паровозы, и в туннелях запихать было просто невозможно, потому что там бы люди задохнулись. Чего рот раскрыл? Раззяла. Проходи давай. Продажа, ремонт телефонов, аксессуары, оплата. Ну вот, собственно, станция Брайтон-Бич. Добро пожаловать на Брайтон. Это легендарное место. Это прекрасный район у моря, где проходит великолепная линия метро. Где-то начиная с 70-х, 80-х годов сюда стали селиться иммигранты из Советского Союза. Они нашли здесь свой маленький рай. Раньше все линии метро в Нью-Йорке были надземные, но потом в Манхэттене их закопали в туннели.
когда стали появляться электропоезда. А на Брайтоне здесь осталась вот эта здоровая железная ржавеющая эстакада с грохочущими по ней поездами. Из-за этого здесь было сравнительно недорого. Но тот факт, что это было так близко к морю, привлекало сюда людей. И вот эти люди приехали сюда и построили здесь свой капиталистический рай. Эти выходцы из коммунистического Советского Союза. Они сделали все здесь так, как они представляют себе должен выглядеть капитализм. Легендарное место – магазин книги «Черное море». Hello, Америка, с другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Пусть от Брайтон-Бич до Дерибасовской. Понюхай вот этот. Да. Это пахнет чем? Это пахнет детством. Это пахнет шашлыками. Вот наши женщины с покупками. Реклама российских каналов развлекательных. И предупреждение, что нужно использовать корзинки магазина. Короче, вот этот театр, мы можем сейчас подойти, там будут аншлаги, афиши, какой-нибудь Познер все время приезжает. Лобби театра постоянно простаивал. Но эти ребята не лыком шиты, они в этом огромном пространстве сделали гастроном. Пойдем посмотрим. Пойдем искать колбасу. Салат Одесса. Лапы не совать. Можно немецкого сервелата, да, солями, четверть паунда. Понимаешь, ее не заказывают в граммах, ее заказывают в паундах. В палках. Не в палках, в паундах. Слушай, не, очень круто. Шикарный магазин. А там наверху еще театр. Там, может, прямо сейчас выступает Игорь Крутой, ты понимаешь? Оп, спасибо. Большое. Смотри, 3,78. Да. Здесь 0,27 паундов. Они всегда дают чуть-чуть больше, чем ты сказал. Потому что это приличный магазин. Меня иногда спрашивают, типа, Лёва, ты в Нью-Йорке, скажи, по какой русской еде ты больше всего скучаешь? И мне трудно на это ответить, потому что я ни по какой не скучаю, здесь все есть. Гречка. Манная крупа. Рис и гречка. Nationwide Dairy, Бруклин, Нью-Йорк. Все это в Бруклине сделано, да? Офигеть! Давай Сырочки. Александр, вот бою, Александр, самые крутые сырки на свете. Бери. Сколько тебе заплатили? Не-не-не-не, вот это самые крутые. Да ладно. Удачи всем, хорошо. Да, счастливо. Вот эти вот дома, это брайтонская Рублевка. Это жилищный комплекс Ошана, который, видишь, он уже в стороне от линии метро, поэтому здесь не грохочет. И здесь квартиры стоят по $1 миллион. Если ты заработал хорошие деньги и не хочешь уезжать с Брайтона, ты покупаешь себе квартиру здесь. Здравствуйте. Да, привет. Смотрю. Извините, а где здесь ликерный блин? Я здесь не знаю, мне самому Брайтон не нравится. Я смотрю твои влоги очень часто. Супер, И спасибо. благодаря им один день поеду в Японию. Вот, правильно. Я Спасибо. сам здесь не живу, я живу. Никто не сознается никогда, что он здесь. Никто никогда не сознается, что он живет на Брайтоне. Я сам много лет врал, что не живу на Брайтоне. Не, если бы я жил на Брайтоне, я бы с гордостью об этом всем говорил. Я не знаю, почему Лёва стесняется. Точнее, Лёва не стесняется, Лёва никогда и не жил на Брайтоне, просто очень хорошо здесь все знает. А сегодня, кстати, особая суббота, вернее, особый день, правда? 22 число. Это самый долгий день, правда? Поздравляю вас с эпицентром лета. Пошли на дело, Лёва и Варламов. Мы зашли в кошерный ресторан. Не-не, здесь как-то поразительно много рекламы, всяких гадалок. Брайтон, Тандыр. Мы же купим пирожки, Лёва? Я готов купить, но я не готов есть. У вас есть в Москве Мосвидеофильм? На каждом углу. У вас переводится Балтикама на НТСТ. Постоянно. Туда или обратно? И туда, и обратно. У нас, в принципе, для этого люди в Россию ездят. Ну, московская интеллигенция идет. Питерская. Питерская? Как ты определяешь? Питерская. В очках. Если в очках, то питерская, если без очков, то московская. Проблема в том, что я здесь уже примелькался, и половину людей, если когда-то фотографировал, они на меня зло смотрят. Так что приходится очень осторожно работать. Был такой ресторан, назывался «Распутин». И в итоге ресторан пришлось закрыть, и новые хозяева, когда его открыли, назвали его «Романов».
Этот Распутин стал таки Романовым. А это ресторан «Националь». Ты был там? Да. И как? Там богато. Ну, я там был в 2000, наверное, нет, даже в 99-м году. Там было шоу, там было богато, там ломился стол от явств. И все было очень круто. Ты сам туда пошел, тебя пригласили? Конечно, сам. Нет, я там был семейный праздник. О, смотри, распродажа, футболки по $3. Логотип Да. сделал. Тёма Лебедев, Тёма да. Лебедев сделал. Тёма Лебедев сделал. Тебе нужны компакт-диски Аллы Пугачевой. Пожалуйста. Слушай, да. Или... Елена Ваенга, Да, все есть. Дима Билан, Иосиф Кобзон, София Ротару. DVD нужен? Нет. А у меня есть кассеты? Как ты думаешь? Кассеты, наверное, будут в разделе новинки. Альбому подарочный. О, Сталик здесь. Принцесса Брайтона, правнучка Мишки Япончика. А что здесь будет написано? Вы все ублюдки. Вообще, конечно, на Брайтон-Бич своя особая атмосфера. Я каждый раз, когда здесь, когда сюда попадаю, все время удивляюсь вообще, как это могло появиться вообще такое место. То есть люди сюда начали уезжать в конце 80-х, там, начало 90-х, и ехали они за лучшей жизнью. Они бежали от совка, но когда вы их оказываете, вы понимаете, что вот здесь время в 90-х, вот как они приехали, оно здесь остановилось. То есть здесь вообще ничего не меняется. Здесь до сих пор какое-то копирование видеокассет. Какая-то вообще, то есть сеть объявлений, дизайны, какие-то пирожки, то есть такой вот поздний совок. Вот люди очень бережно его сохранили и в нем сейчас живут. То есть то, чего они бежали, они сейчас здесь сохранили. Вот кто ностальгирует по Советскому Союзу, такому позднему, вот начала 90-х, карикатурно, вот можно приехать сюда, да. Джинсы, какие-то сервизы, какой-то настоящий колхоз, все вот наши вот эти вот тетушки, дядечки. И они там ходят, отдыхают, у них вот эти вот такие кафешки непонятные. Все это здесь. Кстати, что интересно, в Америке можно жить годами и даже десятилетиями, не уча английский. Вот как раз Брайтон-Бич — это такая история. Многие люди, которые здесь живут, они вот переехали в конце 80-х, но люди пожилого возраста, они до сих пор не знают английского. У них свои аптеки, у них свои водопроводчики, свои врачи, свои какие-то консультанты. И все это происходит на русском. Вот эта вот тусовочка сама в себе варится, и поэтому вот здесь время и остановилось. То есть сюда не проникает, как в черную дыру. Отсюда, когда что-то сюда попадает, оно обратно уже отсюда не уходит. Но на Брайтон-Бич нужно, конечно, обязательно съесть. Я вам настоятельно рекомендую. Вот увидеть эту атмосферу, увидеть, как здесь живут люди. Это здорово. Мне нравится. Я стараюсь не часто, но там каждый третий раз, когда я оказываюсь в Нью-Йорке, я стараюсь найти время сюда заехать, посмотреть на людей и убедиться, что здесь ничего не меняется. Потому что время, естественно, это такой музей. Как в музей сюда можно приходить, потому что здесь не меняется вообще ничего. Люди те же самые. Ну а что еще делать на Брайтон-Бич? Здесь доски уже начинают отходить, здесь старые доски, они наклеили кусочки желтой ленты, чтобы люди не спотыкались. И никто не перекладывает сразу весь бордвок, понятно, Сергей Семенович? Экономим деньги, у нас бюджет ограничен. Друзья, не бойтесь приезжать на Брайтон, здесь куча вкусной еды и много веселых. Какие три лучших заведения? Три лучших заведения Брайтона. Starbucks. Я не знаю, не надо ходить на Брайтон ради заведений, надо ходить на Брайтон ради пляжа, ради бордвока, ради веселых. На Брайтоне лучшие люди в мире. Хорошо, тебя здесь можно встретить? Меня здесь иногда можно встретить, когда я прихожу на пляж, когда я гуляю по бордвоку. Но здесь всегда ты услышишь знакомую речь. Все, друзья, приходите на Брайтон-Бич, гуляйте, смотрите на этот заповедник совка 90-х. И, возможно, здесь, как как динозавра, можно... Встретить Илью Варламова, замечательного блогера. Меня, кстати, тоже. Ты здесь чаще, чем я. А что ты орешь? Ну, чтобы громче было, чтобы ты чтобы меня не громче перекричал. Все, всем пока. Попрощайся с людьми. Чмаки. А надо сказать, чтобы читали твой ЖЖ, да? Или не надо? Пусть читают, у меня, кстати, неплохой ЖЖ.
Ты должен сказать адрес Тверь. Левик.блог. Подписывайтесь. Левик.блог. Левик.блог. Все, ссылочку в описании.